Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем работу над нашим замечательным худи с штуками прикольными, которые сегодня собираюсь делать. И погнали! Так, запускаем таймер. Поехали! Внизу будете видеть горячие клавиши. Видео у меня на сегодня больше творческое, чем учебное. Но если кто-то поймет, что я делаю, ребят, вы гении, я вами горжусь. Напишите в комментариях, кому-то вообще было полезно это как обучающий материал. Если нет, то не переживайте, я, возможно, буду делать что-то обучающее. Только напишите в комментариях, что вам конкретно показать. А кто просто тусит со мной, рада вас здесь видеть. Предлагаю вам вместе со мной что-то тоже над своими какими-то проектами поработать. Прям можете вместе со мной под видео. Вот, чтобы вам тоже не скучно было. Так, значит, что делаем? Хочу настроить материал. У меня есть очень прикольные штуки. Смотрите, что. Офигенные какие-то паттерны, да? Скачанные... а это что такое? Ладно. Паттерны, скачанные с нашего замечательного сайта FreePic. И я хочу сегодня использовать вот эти штучки, какой-то из этих паттернов, как нижний слой, который будет просвечиваться через различного рода дырки, которые собираюсь сделать. Так, на чем бы это попробовать, чтобы у нас с этим синим сочеталось? Может, что-то коричневое? Блин, мне так нравятся эти паттерны, это прям вообще. Так, давайте попробуем что-нибудь такое. Вот такое, может быть, для начала. Просто коричневое. Так, как настроить? Я, честно говоря, не очень помню, как это все делается. Но, по-моему, мы можем делать какие-то слои текстурные на вот этой текстуре ткани. Image Editor, кажись, вот эта кнопка. О, да! Единственное, что... А так, какие у нас паттерны? У нас паттерны квадратные. Единственное, что... Нам бы сделать квадрат. Так, ширина 715. 715. Ну-ка. 715. Так. Дальше попробуем это дотянуть сюда. Пусть у нас будет петелька вытянутая. Так. Так, да. И попробуем сюда бахнуть какой-нибудь слой. Sync 3D. О, еще можно синхронизировать с 3D-шкой. Да вы чё, ребята? Так, у нас какая-то тут трабла. Чуть-чуть не попадаем. А тут что? А тут практически попали. Ну, зашибись. Так, теперь, что можно сюда сделать? Здесь сюда можно загрузить еще какие-то слои. Идем сюда. Где у меня все лежит? Patterns. Давайте глянем. Так, давайте я так хочу. Огромные значки. Вот так вот, наверное, да? Дальше, чтобы нам тут не путалось, давайте посортируем по типу. Ой-ой. Так, нам нужен JPEG. В принципе, нам особо-то ничего остальное не нужно. Сюда. Открыть. Так. И... Как это вот зацепить-то и сделать маленьким?
Угу. Тут какая-то штука непонятная есть. Но как это... Так, давайте я попробую сделать так. Я тащу это сюда. Ну... Так... На какого-то огромного размера. Сейчас будем выдумывать, что с этим можно сделать. Но, возможно, я сейчас какую-то фигню делаю. Можно было это сделать попроще. Так, вроде квадратик я какой-то сюда присобачила. Так. Дальше. Типа вот так. Так, теперь здесь что? А здесь чуточку не дотягивает. Ну, в общем, какая-то такая фигня. И слишком мелкая. Давайте я так не буду делать. Так, close, no, мы не будем. Давайте попробуем по-другому. Как бы нам это сделать? Так, сбилось. Сбилось. Хорошо. Что я могу сделать? Я могу наложить сюда какой-то... Блин, что же я могу сделать там? Могу сюда... О, дайте-ка я, знаете, что сделаю? Просто оставлю. Если я просто подменю текстуру, то что будет? Так, это где посмотреть? Зачем столько кнопок? Это что? Custom Application. А что такое Custom Application? Короче, на ваших глазах творится история. О, прикольно. То есть я могу поверх этой фигни что-то наложить, да? No. Так мне не нравится. Ладно, давайте просто плюс. Где-то там было паттерны. Допустим, вот это вот открыть. Так, и что мы имеем? Прикольно. А что у нас по нормалям? Так, значит, есть какой-то шов, да? Давайте глянем, что за шов-то такой. Угу. Вот проблема. У нас прям вот здесь вот, ну ладно, порешаем. Так, делаем такую штуку. Это у нас Photoshop, ребят. Кто не знает, не пугайтесь. Кто знает, тот может за меня порадоваться. Я сейчас пофикшу вот это вот. Ой, не то. Не та. Надо горизонтальную. Так. Что еще? Еще вот здесь.
Я нажимаю Shift F5 и заливка с учетом содержимого. Убираю вот эти все полосочки. Так, Shift F5. Смотрим, что получилось. Так, сохраняем. Окей. Дальше смотрим, что у нас тут. Так, апдейт, текстур, файл. Да, конечно. Конечно, да. Все. Полосочки пропали. Все, видали, что получилось? Охренеть. Единственное, что мне не хочется делать ее настолько большой. Поэтому я иду текстур Transformation. И давайте я ее сделаю на даже сантиметров 50. Опа. Same transform. Так. Дайте-ка я вот это сделаю вот так. И еще раз 50. То есть, чтобы вот эта галочка, чтобы не цепляла мне трансформацию нормалок. А только мне трансформировала вот это. Хорошо, давайте сделаем 35. Тоже прикольно. Теперь что мы еще можем попробовать сделать? Мы можем попробовать разные другие текстуры. Что тут еще у нас есть? Так, ну-ка, сортировка по убыванию. Ну-ка, такое. О-хо-хо, прикольно. Вообще прикол. Ладно. Не, давайте что-то противоположное этому синему. И посмотрим, что еще можно сделать. Вот это что? Блин, это, конечно, классная штука, но она для другого пригодится. Так. Хейт. 50. Много. 25. 15. Тоже классно, но нет. Надо что-то цветное. А, блин, надо на плюсик нажимать. Так, что еще? Вот это мы попробовать, может быть. Так, и тоже где-то до 30, что ли. Ну, прям прикольно, прикольно. Ну-ка, 20. А так еще прикольнее. Давай еще посмотрим, что есть. Так, это слишком яркое. Что у меня тут было такое интересненькое такое? Так, давайте сделаем 15. О, класс. Вообще очень круто. Единственное, что мне хочется, чтобы оно было не такое красное, а больше коричневое. Но это мы тоже можем порешать. Значит, что мы можем сделать? Смотрите, у нас есть тут кнопочка Custom Application, да? Давайте я... А что за Open Settings? Ай, хорошо. В фотошопе. Значит, смотрите, что мы можем сделать. Берем корректирующий слой какой-нибудь, цветовой тон, насыщенность, да. И идем, делаем его от более такой. Так, насыщенность. О, чуть-чуть прибираем насыщенность, и он уже становится у нас коричневым. А тут можно ничего не делать. Что еще можно сделать? Процентов на 40. 40 это много. Так, 25 где-то, да. Дальше мы можем сделать немножко больше контрастности через уровни. Контрастности нам нужно вот сюда черный добавить. Белый мы не будем добавлять. Окей. Допустим. Что мы можем сделать? Ctrl-Shift-E и сохранить.
Но, блин, знаете, не хочу я так делать, потому что я тогда испорчу исходник. Я лучше сохраню новый. Так, JPEG 5000, это слишком много. Пусть будет 2000. Так, оптимизация, да бог с тобой. Сохранить. И 2. Окей. Теперь мы заходим сюда и достаем... Нет, не сюда, в плюсик. И достаем наш коричневый. Коричневый. И сюда ставим 20, например. Ну и как-то так. Хотя сейчас я уже даже не уверена, что мне нравится, что я хочу не красно-коричневый, чтобы был. Да. Вот такой вот. Наверное, в уровнях немножечко сюда. Давайте еще раз сохраню. Так, 2000 сохранить. И вот он, сохранить, заменить. И апдейт у нас автоматически должен был произойти. Так, теперь еще хочу попробовать уменьшить. Значит, что-то пошло не так. Ну-ка. Идем сюда. $2125. Угу. И у нас, по всей видимости, это не... Блин, а почему это не тот... Не бесшовный какой-то паттерн? Короче, что-то нарушилось, да? Хорошо. Давайте так сделаем. Close. Опять слетело. Так, еще раз. Я хочу удалить текстуру. И я хочу добавить другую текстуру. Еще раз открыть. Так, и это 15. Блин, она реально не бесшовная, что ли? Ну-ка. Да. Она не бесшовная. Вот это фигня. Короче, как проверить, что она не бесшовная? Ctrl-C. Вернее так, изображение. Редактирование, определить узор. Так, Ctrl-N. Что-нибудь такое. Дальше идем в узор. Выбираем только что созданный узор. Масштабируем до 50. И вуаля, да, она у нас не бесшовная. Она бесшовная только в ширину. А так нет. А почему? Блин, хорошая была текстура, но нет. Ладно. Сейчас посмотрю, есть ли у меня исходник. И если да, 7b, бла-бла-бла. Вот она, EPS-ка. И давайте глянем, что тут есть. Посмотрим. Так, ладно, пока что. Что еще у нас есть из текстур? Да, блин, что же я все время не туда тыкаю? Что могло бы подойти? Ну-ка, вот такое. Что это вот будет? Ого! Тоже прикольная штука. Так, только давай 15. 15 это мало, пусть будет 20. Ну, как-то так. Ну, кстати, тоже прикольно, но
Так, давайте глянем, что у нас тут. Так, это сюда. Смотрим. Группа обтравки. Ну, давайте разберем. Так, ничегошеньки, да? Она просто так нарисована. Офигеть. Она просто тайлится только по горизонтали. Хорошо. Пригодится для каких-то других целей. Все. С этим как бы закончили. Что же еще попробовать-то? Это тоже, наверное, талится только по горизонтали. А это что такое? Ну-ка. Что это такое? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Сортировка по типу. Сортировка по убыванию. Так, вот это. О-хо-хо! Блин, прикольно, но как бы вот не хочется светлое делать. Это что? Это у нас тоже не тайлится. Это что? Так, ну, синее к синему не особо шо. Хорошо. Это полосочками, но... Хорошо, по всей видимости, буду я использовать вот эту штуку. Вполне себе она мне, наверное, подойдет для моих целей. Единственное, что мне хочется, чтобы в ней было тоже как-то желтое. Это прекрасно, но что-то надо... PS. Давайте-ка я сохраню резерв сразу. И попробуем ее как-то откорректировать. Так, цветовой тон, насыщенность. Чё, куда? О, да, в красненький ее немножко. Дальше приберем немножко насыщенность у нее. Так. Сохраняем и смотрим, что получилось. Да. Да, то, что надо. Так, что еще можно сделать? Давайте яркости немного. Нет, яркость не надо. Давайте сделаем уровни. Уровни. Нужно контрастности какой-то добавить немного. Хотя... Нет, это слишком... Давай белый тут уберем. Так вот. Да. Ну, типа такого. Кстати, здесь тоже какая-то нестыковочка. В паттерне. Вообще. Давайте-ка я проверю. Возьму-ка я вот этот паттерн. Так, это сверху, это слева. Так, давайте так. Где у нас это должно стыковаться? Вот здесь. Умножение.
не умножение, а, допустим, замена светлым. Нет, не замена светлым. Что тут? Экран. Перекрытие. Так, угу. Здесь должно заканчиваться. Так. А здесь... Сейчас поставим на место. А здесь должно заканчиваться вот здесь. Так, отлично. Так, берем это сюда. Так, хорошо. Значит, на самом деле паттерн должен быть вот здесь. Да что ж такое-то, а? Ой-ой-ой, так, удалить отсеченные пиксели не надо. Ладно, хорошо, хрен с тобой, давай так. Отсюда до сюда все прилипло, окей. Так. Это что такое? Удаляем, сохраняем. Ага, чтобы сохранить новый с заднего плана. Все. Теперь чего-то не так со стыковкой. Еще. Теперь он стыкуется как надо, но здесь какие-то полоски. Какие-то непонятные. Давайте так сделаем. Так, здесь мы сделали все правильно. Да. Но что-то пошло не так. Так. Окей. Давайте я это чуть передвину. Раз, два. И Alt-C. 1600 на 1600. Ну, вроде бы нормально. Тогда в чем проблема? Ладно. Слои. Окей, сохраняем. О. Все стыки пропали. Паттерн бесшовный. Так, теперь можем играться с его масштабом. Давай до 15 сделаем, например. Или до 10. Или наоборот сделаем все 30. Кстати, мне эти 30 все тоже нравятся. То есть крупный формат. Ладно. Значит, уже полчаса прошло, да? Ну, как всегда. Сделаем следующее. Это мы замораживаем. У меня показывается, не показывается. Так, это мы заморозили. Давайте фриз пока что скроем. Отлично. Дальше. Нам нужно убрать... Ой, так, значит, смотрите. Remove Linked Editing. Так, дальше. Это у нас... Нет, симметрию мы никакую давать не будем. Мы просто убираем Remove Linked Editing. Это должны быть вообще полностью несимметричные объекты. Потому что мы с ними сейчас будем... Да, кстати, я ни разу и не сохранил это. Вообще, обалдеть. Сижу, делаю проект, ни разу не сохранила. Вообще молодец.
Так, остался бы у меня только память об этом проекте на видеозаписи. Значит, чего я хочу сделать? Да, я хочу поделать дырки. Давайте я поудаляю все. Remove all baselines. Так. Дальше. Merge overlapping points. Merge overlapping points. Отлично. На чем будем пробовать? На рукавах или на этом? Так. Чего я не хотела-то показывать? Все. Тут его и не видно-то ничего. Хорошо. Значит, мне нужны дырки. И какие дырки я хочу сделать? Давайте попробуем следующим образом. Берем, допустим, сделаю так. И чтобы это превратить в дырку, мне нужно сделать сначала Edit Arc. Я хочу вот это немножко изогнуть. Вот эту точку я уберу. Ой! А почему нет-то? Понятно. Ладно. Значит, convert to whole. Если я вот эту точку сюда поставлю. Блин, ладно. Не работает. Давайте смотреть, что получилось. Блин. А на чем я делаю? Я не там убрала симметрию. Молодец я вообще, Оля. Ребята, не делайте так. Короче, нам симметрию нужно выбирать у Remove Linked Editing у верхних этих штук. Дальше Remove All Baselines. И давайте я сохраню как 2, что ли. Так. Пусть у меня симметричный будет, а этот я так сделаю. Так, значит, Merge Overlapping Points. Тут тоже. Это не обязательно делать, но мне будет спокойнее, если будет так. Это сейчас ни на что не влияет, на самом деле. Так, мне нужно сделать дырку, да? Я беру здесь... Делаю так. Я могу здесь разрезать? Кат. Хрен тебе. Извините за мой французский. Ладно. Короче, давайте еще раз переделаю замкнутую кривую. Значит, смотрите. Так. Так. Беру здесь, делаю точку. Здесь замыкаю. Дальше как-нибудь так выставляю. А в принципе, пофигу. Convert to whole. Так, дырка появилась. Но мне же не просто нужно, чтобы дырка была, а мне нужно, чтобы здесь были такие изгибы. Так, internal isoline. Ну, это мне не надо. Допустим, мне нужно, чтобы они были каждый там 2 миллиметра. Допустим, 2 штуки. Фигово. Так.
друзья мои, не получится у меня то, что я хочу сделать. Но у меня получится по-другому. Давайте так. Так, теперь получится. Значит, Q пусть будет 0,1. Это что такое? Alt B. Q 0,1. Окей. Дальше. Alt L. Alt B. Допустим, Alt R. Так, теперь X. Ой, не буду я так делать. Давайте-ка я еще отложу на 0,1. Так. Теперь X здесь. Да что ж такое-то? Ладно. Сплит пополам. Вот падла. Короче. Он удаляет мне точку. Ладно. Фиг с тобой. Давайте я так расположу. Так. Не буду я делать косые. Буду делать поперечные. Так, это по центру куда-то. Так, относительно чего я могу выровнять? Alt-H. Да, выровнял. Так. Какой у нас размер? 30. Хорошо. Convert to whole. Окей. Окей. Так, нам нужно сделать следующее. Add internal isoline. Давай 3. И я хочу сделать следующее. X сюда, X сюда, X сюда. X сюда, X сюда, X сюда. Дальше. Давайте сдвинем это. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Как-то так. Так. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так. Дальше я хочу, чтобы у этой штуки был выворот на 210, например. И давайте попробуем усилить до 20 и посмотрим, что получится. О! Смотрите, что происходит. Опа! Да, и еще моментик. Нам нужно сделать
Realistic Fold на 1 миллиметр. Fold рендеринг нам не нужно. И, возможно, нам нужно накрутить на 270. Чтобы оно еще лучше расфигачилось. Так, ну, окей, давай на 50. Ага, еще у этих наших тканей, у всех надо поставить коллизию. Какая у нас коллизия? Extra Collision 1. Давайте я поставлю на 0,5, что ли. Посмотрим, что будет. Так, мне не очень нравится, как оно здесь закручивается. Давайте я уберу, наверное, Fold Realistic. О! Так. Закрутилось 210, конечно, оно интересно. 235. Прям даже слишком. Но в целом, кстати, это то, что надо. А теперь давайте попробуем на косую это все сделать. Значит, берем вот это. Поворачиваем. Ну, пусть будет на 15. Ну, давайте на 30. Будет оно вообще работать или нет? Это много. Давай на 15. Слушайте, прикольно смотрится. Теперь нам нужно таких дырок сделать. Так, если я поставлю еще раз Realistic Fold, что будет? Знаете, что еще можно сделать? Где у нас тут такая была штука? Round Corner. Нет, не то. Так, что же это было-то такое? Так, Edit Corner. Короче. Ну, и что это такое? Потому что мне не нужен вот этот. И вот этот. Так, ну-ка. Так, хрень полная, да? Ладно, давайте попробуем сделать так. Alt-C. Тоже не то. Ладно. Ну, в принципе, нам и так сойдет. Единственное, что мне не нравится, что оно как-то не очень хорошо подкручивается. Так, и могу ли я сделать 250? Если я сделаю, то что будет? Блин, и мне не нравится. Знаете, что надо сделать? Надо вот в этой штуке сделать Subdivision. Тогда мы тут получим мелкую сеточку. И вполне себе это должно прокатить. Почему же у меня не работает?
Так, ну-ка попробуем сделать так. Угу. Нет, не получается. Если ставлю Realistic Fold, то как-то все плохо. Если поставлю 300, что-нибудь это даст. Даже на Realistic Fold как-то не очень. Так, ну-ка, 100. Не, фигня полная. Ладно, 230. Убираем вот это. Ну и в целом окей. Издалека будет нормально. Так, что дальше? Теперь нам придется все это раскопировать. Так, как это выделить так, чтобы выделилось только то, что нужно? О, выделилось Ctrl-C, Ctrl-V. Допустим, сюда. Так. Дальше. Так, надо было, знаете, что сделать? Так, вот это я выделю. Ctrl-C, Ctrl-V. Куда-нибудь сюда. Чтобы у меня можно было двигать это все. О, можно было сюда еще карманов каких-нибудь нашить. Кстати. Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Дальше. Ctrl-C, Ctrl-V сюда. Дальше я бы хотела перевернуть. И так, ну-ка. На 15 градусов назад. Дальше я бы хотела его сжать процентов на 50. Так. Дальше я бы хотела его Ctrl... Давайте я его подвину. Ctrl-C, Ctrl-V. Куда-то сюда. И как-то так. Тоже где-то на 15. Уже в другую сторону. Сюда. Так, мне везде прям дырки не нужны. Это прям не то, что прям нужно. А то, что мне нужно. Ладно, давайте я назад верну. Пусть будет горизонтальная. Так, мне не нравится это. Пусть будет 250.
Да, я хочу, чтобы они прям закручивались. Прям вот так. Так, а еще, возможно, и мне не нужно... Так, мне нужно было, чтобы... Дайте-ка я это куда-нибудь сюда засуну. Хоск, ага, да ладно. Ну, сзади я этого не буду делать. Но в целом ок. Так, здесь мне дырки не нужны. Дальше, что же мне делать-то вот с этим? Так, нет, как-то это все не так. Да ты ж задолбала. Я ж тебя все беру. Какого фига? Теперь что, кликать все надо? Вы что, обалдели? И если не все не прокликаю, то все? Ой, вот это вот фигня полная. Так, интересно, хватит с меня этих дырок или нет? Да, ёшки-матрёшки, ну... Если бы они еще сделали, чтобы можно было группировать эти все штуки, вообще бы им цены не было. Прикольно. Так, давайте я эту дырку еще раз скопирую. Так.
Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Ну, вполне себе. Давайте еще нацепим такое что-нибудь на эту самую. На рукава. Мне даже вполне себе нравится. Дайте-ка глянем мы на сеточку. А, еще же у нас сетка вся в треугольниках. Давайте исправим это. И посмотрим, что будет. Так, ну, в принципе, мне все нравится. Единственное, что мне не нравится в этой сетке, так это... Так. Давайте-ка я все эти повыбираю. 30 это уж слишком много. Я хочу... А ну-ка на единицу поставим. И нам хватит 10... Блин, надо было сначала поставить... Ай, высоту 10 миллиметров. Потом уже то... Extended Trim. Если я уберу Extended, что будет? Знаете, что мне сейчас в голову пришло? Давайте-ка я попробую сделать Subdivision на внешнем. Так, 10. И что у нас имеется? Both side A, side B. Так, 1. Ну-ка. Ой, вообще прикольно. Только... Ну-ка, поставить бы здесь 108. А что у меня происходит? Ха-ха! 180. Ух ты! А как это? И поставить здесь пятерочку. И у меня начали крутиться прикольные штуки. Так, давай тогда 50. Что такое Sync Fold? Ладно. Это я на верхней, да, сделала такую штуку красивую. Так. Тогда что у нас здесь? Так, ладно, давайте поставим на 20. Берем вот это.
В принципе, что, нормально. Так, час прошел, да? Хорошо. Давайте сделаем все наоборот. Вот эти все внешние сделаем 20. 180 синкфолд уберем. Сделаем subdivision. Так, здесь делаем 10. Все внутрь. Сайт B. 1. Так, о. Ну-ка. Так, а что еще? Давайте это растащу, посмотрим, что даст. Блин, если бы у меня ставилась здесь точка, но она здесь не ставится. Ладно. Допустим. Вытащим вот так. И вот так. И посмотрим, что будет. Ну, не сказать, что сильно лучше стало. Короче, мороки тут будет достаточно. Так, теперь надо решить, делать ли мне здесь карман или нет. В целом, неплохая эта история карман сделать. Но давайте для начала я закончу вот с этим. И... Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Пятнадцать. Надо было на 30 делать. Еще раз 15. Ладно, тут в принципе пофигу. Главное сделать что-нибудь такое. Да блин. Ой, не люблю я вот это вот. Так, это слишком широко. Потому что оно уже в загиб идет. А нам так не надо. Давайте сделаем так. Да, прикольно.
Да боже ж ты мой. Короче, извините, ребята, но тут так вот придется со всем этим мудохаться. Так, и третью, наверное, полосочку я хочу. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь давайте я их чуть-чуть поворочаю. И посмотрим, что у нас будет. Ну, вполне себе. И скопируем все это. Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда и немножко повернем. Возможно, даже сделаем косую какую-то. Косой разрез. Ну-ка. Окей. Я не знаю, нужно ли мне сзади вообще вот эта вот история. Дайте я ее удалю отсюда. И попробуем мы, знаете, что сделать? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V. Так, и чуть-чуть повернуть. Так, хорошо. И хочется еще одну штуку сделать снизу почему-то. Так, ладно. Да и хрен с тобой. Ctrl-C, Ctrl-V. Просто удалю отсюда нафиг. Вот это. Так. Почему-то хочется сделать карман. Давай-ка я это сюда подвину.
Нет, какая-то фигня. Да, пусть так будет. Чуть-чуточку сюда подвинем. Так, что можно попробовать еще сделать? Ой. Давай попробуем на вот, значит, сейчас попробую карман сюда залепить. Так, где у нас тут центр? Значит, карман, допустим. Пусть будет 15. Дальше пусть будет 8. Окей. Пусть будет 6. Окей. Пусть будет сюда. Дальше. Пусть будет 8. Так. Наверное, тут тоже должно быть 8. Значит, 2. Дальше. Поднимем на 2 сантиметра. Может быть и побольше. Дальше делаем. Вот это мы удаляем. Alt-Y не получится. Ctrl-D не получится. Так, ладно. Так, Merge Points. Так, карман еще сантиметра на 3 повыше. Так, дальше. Alt-Y не получится. Ладно, тогда делаем следующее. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, Vertex. Угу. Это сюда. Так, дальше. Флип горизонтали. Отлично. Эту точку удаляем. Так, это делаем Merge Points. Merge Points. Так, карман слишком широкий и слишком низко.
3D Internal Line. Давай поднимем наверх еще сантиметров на 5. Так, и дальше. Дальше я бы хотела сделать глубину кармана на 3 сантиметра сюда. В принципе, ок. Так. Где у нас тут был этот трейс? Trace as pattern. И вниз фигачим. Так. Дальше делаем квадровую сетку. Дальше здесь делаем edge thickness сантиметр подойдет. Дальше add internal isoline, наверное, 2 сантиметра. 2 это много. Так, 1. Так. Ага, это же у нас еще и несимметричные. Так, давайте сделаем так. Это удаляем. Alt-Y. Сюда накидываем. И шьем. N. Так, еще что? Здесь и здесь add internal isoline. Пол сантиметра extended. Не надо. Так. Дальше. Здесь и здесь. Add internal isoline пол сантиметра. Еще и здесь, и здесь, и здесь. Да. Хорошо. Теперь N. У меня ж не пришито, блин. Ладно. Угу. И сейчас пришиваем внутренние, а потом будем еще делать... Что мы еще будем делать? Ой, надо было это до конца шить. Ну ладно. Сейчас попрошиваю. Так. Тут, наверное, тоже толщине нужно сделать. Хотя фиг его знает. Так, значит, что я хочу? Я хочу вот это дошить до конца. И это сюда. Это сюда. Теперь set sublayer. Значит, устанавливаем слои сюда. И все. Теперь делаем так. Ctrl, квадратная скобка. И что-нибудь работает? Нет, не работает, потому что у меня русский язык. Еще раз. Ctrl, квадратная скобка.
А вот теперь сработает. Это мы размещаем деталь поверх другой детали. Так, а на что я пришила? Ну-ка. Давайте подвинем чуточку. И давайте я сразу сюда сделаю коллизию. Extra collision. Единица. Нормас. Подойдет. Так, смотрим, что у нас тут. Я бы хотела сделать edge thickness тоже здесь. Типа у нас тут все это подвернуто. Да. Так, да. Давайте я уберу показывать internal line. Ой, что-то у меня тут подвисло. Так, вроде бы все хорошо. Я бы даже сказала прекрасно. Так, ну что, мне, в принципе, дизайн нравится. Сейчас я бы хотела, знаете, что сделать? Настроить у нас здесь швы. Еще знаете, что можно попробовать сделать? У этого материала какой фрикшн? 0,3 Dynamic Friction. Давайте Friction чуть-чуть дадим больше. Допустим. Так. Здесь сделаем то же самое. И попробуем. Я не знаю, получится или нет. Но дадим сюда немножко shrinkage. Растяжение ткани во все стороны. И посмотрим, что это даст. Хо-хо-хо! Какая мятая штука. Не, ну это слишком много. Давайте сделаем 102, может быть. Так, и посмотрим. Чтобы у нас была наша худи немножечко такая помятая. Да? Вполне себе. На капюшоне я такой эффект делать не буду. А вот здесь мне вполне себе нравится. Так. Может быть, давайте попробуем здесь сделать 102, 102. А то у нас карман какой-то прям натянутый, пипец. И давайте я ему дам тут давление чуточку. Так, и что у нас тут за десяточка, пятерочка, пожалуйста, будьте добры. Все, теперь я хочу добавить сюда ниток и какого-нибудь пакера, наверное, не буду, типа отпаренная она, ну как отпаренная, слегка отпаренная. Давайте я, наверное, еще немножко приберу, пусть будет 101. Так, чуточку поглажу, чтобы она была. Так, и, наверное, вот это вот, наверное, надо разморозить. И посмотрим, как она себя вообще в принципе ведет. Ну чё, мне нравится. Прям мне нравится. Может быть, я еще какой-то другой паттерн сейчас попробую.
О, кстати, тоже офигенно смотрится. Ну-ка. 30. Прям вообще пушечно. Тоже классно. Прям вообще классно. Мне прям нравится. Единственное, что потемнее, может быть, чуть-чуть сделала бы. Так, что еще у нас есть? О, вот это тоже класс вообще. Ну-ка. 20. Или наоборот крупный сделать, например, 40. Блин, он тоже очень круто смотрится. Давайте 30. Наверное, я вот в таком вот варианте это и оставлю. Прям, да, очень круто смотрится. Это прям то, что я хотела. Так, я не буду здесь делать шнурки, наверное. Но я сейчас сделаю яркие нитки. Значит, идем настраивать нитки. Это у нас швы. Я, наверное, сделаю отдельный топ-стич и возьму в него цвет какой-нибудь отсюда у вас с этого. Отсюда. Вот так, знаете, как мы это сделаем? Берем топ-стич сюда. И что это у нас тут за топ-стич такой? Так, во-первых, это должна была быть текстура. Так, 2D Mesh мы не будем показывать. Во-вторых, так, это должна быть текстура. Это должно быть что-то супер яркое. Что-то вот прям такое. Второе, что нам нужно. Пусть будет 190. И насыщенность 70. Так, офсет надо убрать. 0. Дальше. Так, ну тут и так есть. Давайте изнутри тоже сделаем. Так. Где еще? Конечно же, на карманах. 1, 2, 3, 4. Конечно же, здесь. Только, да. Конечно же, здесь. Где еще? Здесь. Так, наверное, нужно не так было сделать. Давай-ка я... Раз уж у нас тут не симметричный паттерн, то можно сделать до конца. Так. Дальше. У нас сейчас швы вот эти вот не очень заметны, потому что в 3D окне нужно немножко утрировать все это. Длина 0,23. Давайте сделаем space 0,5. Так, дальше. Где же у нас тут толщина-то, а? Вот. Толщину давайте сделаю прям 0,1. Да, дальше, наверное, длину немножко больше сделаю. На 0,20. Давайте на 0,3 даже. Да. Ну вот, теперь уже заметно. Прекрасно. Блин, что-то мне хочется, знаете, что сделать? Еще этот копии. И вот сюда, на внутренние, добавить вот это assign. Но здесь сделать какой-то, типа, другой цвет. Хотя это неправильно. Тут был бы
Хотя, ну да, почему? Оно так и может быть. Давайте сделаю какой-то цвет. Прям розовый, что ли. 330, 60. Короче, внутри у меня будет розовый. Снаружи у меня будет, ну, такое. Так. Ага, что 60 это слишком много. Думаю, что не больше 40. Да. Хорошо. А в принципе, меня все это очень даже устраивает. У нас еще должен быть шовчик вот здесь вот. Значит, что делаем? X. Что я тут делала? 5, да? Давайте отложим 5. Так. Дальше. X. 5. Так. Дальше. Давайте здесь отложим x5. Так, здесь симметричный и x5. Ой, блин, меня же еще сзади нужно отложить. Ну ладно. Так. Я уже... А сколько я тут сижу над этим? Уже 1,5 часа, наверное. Ладно, ничего страшного. Так, значит, выбираем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Куда поехала? И вот это. Так, и делаем Add Internal Isoline Extended. Убираем. Наверное, на 0,3. На 0,2. 0,2 хватит. Так. Супер. Теперь делаем следующее. G. Ой, блин, вот это вот долботня. Merge points. Здесь на 0,3 поднимаем. Так, давайте я все это скопирую. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, флип, флип, горизонтали. Alt-B. Теперь это сюда, Alt-R. Так, тут сделали. Дальше что делаем? Это мы копируем Ctrl-C. Ctrl... наверное, это надо было не делать везде. Ctrl-V. Так. Сюда вставили. Сейчас сюда вставим Ctrl-V.
Так, здесь выровняли. Это симметричный объект. Здесь все ок. Так, вот это, наверное, я уберу. И вставлю я сразу 2, что ли. Или не буду? Ладно, не буду. Ctrl-V. Так, это выровняли. И осталось только тут. Ctrl-V. Ладно. Сейчас флипну. Так, флип горизонтально. Отлично. М. Свободное сшивание сюда. И сюда. Так. Уже проект начал тормозить из-за большого количества деталей, но в целом все нормально. Так, еще напоследок надо UV-шку будет разложить. На всякий случай. Вдруг пригодится. Так, сюда. И сюда. Так, а что у меня за полосочка? Угу. У меня еще и тут какая-то текстура такая себе. Надо будет посмотреть. Так, и еще раз настраиваем швы. Хочу вот этот топ-стич. А есть у меня Simline топ-стич. О. Так. Не то. Так, ладно, давай free топ-стич. Быстрее будет. Так. И тут. Это уже такие маленькие детальки, которые никому особо не нужны. Но, как всегда, мне они нужны. Так, вот. Такая штучка. Что еще? Мне не очень сейчас нравится, что вот здесь вот швы почти не видны. Давайте я проверю, что у нас тут с текстурой. Пошли в Photoshop. И глянем, что не так там. Где-то у нас брак какой-то. Либо по краям. Да, вот у нас. Давайте сделаем так. Трим. Изображение. Так, изображение. Тримминг. Прозрачные пиксели. Слои. Посмотрим. Возможно, в этом было дело. Да блин. Ребята, так оно и есть. Так, давайте уменьшим на 7. Здесь уменьшили. Здесь что?
Здесь тоже какая-то хрень. На краю, да? Надо было сразу 2 делать. Сверху и снизу нормально. Бывают такие пиксели. Все, вроде бы исчезли эти полоски. Отлично. Так, ну-ка, еще раз попробую-ка я копии сделать какой-то темный топ-стич. Прям какой-то такой. И бахну я его на... вот эти все места. Кстати, надо было... Assign. Надо было топ-стич сделать здесь. Этот убрать. А этот дотянуть. Блин, фигня полная. Ладно, давай сделаем желтый. Может быть, тогда... Не, прям ядрено-желтый. Какой-нибудь такой. Ну, ладно, сойдет. Все, давайте посмотрим на то, что у нас получилось. В общем, вот такая у нас худи. Такое. Теперь хочется немножко... О, кстати, что у меня тут за дырки такие-то? Блин. Это вообще как? Что сзади случилось? Я накопировала какой-то фигни, что ли? Нет, это у меня просто ткань просочилась друг против друга. Так, давайте сохранимся. Так, что дальше? В общем, вот такое вот у меня получилось изделие. Не знаю, как вам. Мне так вполне себе. Это практически то, что я хотела сделать. Хотя у меня и плана-то не было толком никакого. Так, угу. Вот проблема теперь. Надо сдвинуть. Потому что у меня сейчас такое ощущение, что на спине оно как-то слишком не туда выступает. Давайте еще раз просимулируем. А, да, я обещала разложить ювишки. Сейчас пойдем ювишки разложим. Так, ну что у нас тут такое? Давай, располагайся. Так, и даже мне очень нравится, как она помята. Это худи. Так, погнали, разложим ювишки. Идем сюда. Давайте я сразу вот это уберу. Так, что будем делать? Тут аж на 2 UDIMA можно разложить, но я не знаю, надо оно мне, не надо. Давайте попробуем делать так. Выделю сейчас вот это. О, нет, так не получится. Так, синхронизировали с 2D. Теперь UV Grid. Так, давайте глянем. UV Rotation. Rotation не надо. Collision Detection. Хорошо. Bake, Transparent.
Fabric type, pattern grouping. Давай по фабрик. Так, 1 U 0, давай 2 на 2 разложим. Так, и попробуем сделать layout. О! Ну, вы видали, что делает, да? Офигеть. Прям разложил. Так, знаете что? У нас вот здесь может быть, как его называют, водяной знак. Если у кого-то там уже прошел триал месяц. Поэтому, чтобы от греха подальше, я сейчас вот так вот подыму. И вот это немножко подвину. И все. И можно сохранять. У нас будет на каждый материал свой этот, как его, UDIM, короче. Своя карта. Великолепно. Что я могу сказать? Прям супер. То, что мне нужно было. Ну, короче, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Шутка. Ай, ладно. В общем, ребята, пишите, пожалуйста, комментарии, как вам весь этот проект. Интересно ли было смотреть или нет. Меня очень сильно поддерживают ваши лайки и комментарии. Вы себе даже не представляете, как. Благодаря вашей активности мне хочется что-то делать дальше. Ну, вернее, как. 3D-шками заниматься хочется в любом случае, но благодаря вашей активности мне хочется снимать свой процесс на вот так вот выкладывать на YouTube. А так-то, если это никому не интересно, то я просто буду заниматься этим самостоятельно, никого особо не трогая. Все, была рада всех видеть. Спасибо, кто был со мной, спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И если кто-то хочет пообщаться или, не знаю, потусить в нашем маленьком сообществе, у меня есть телеграм-канал. И в нашем чатике ребята делятся своими работами. И, кстати, было бы очень рада увидеть ваши работы, как вы делаете то, что вы делаете. Поэтому приглашаю вас всех туда. До встречи. Пока.